Всем универсальное здорово! Вам в уши вещает Тристам, и вам снова будет поведано о специфических играх и модификациях, которые или же пали в забвение с течением времени, оставшись неизвестными общественности, или же просто имеют малочисленное комьюнити в силу ряда причин. Подобного рода проекты, несмотря на свое паршивое исполнение, довольно часто могут нести в себе искру оригинальной идеи, и вполне могут даже иметь неплохую фан-базу, которая в отдельных случаях сама готова дорабатывать проект. В то же время встречаются игры, которые на свет породили больные шизофазией жертвы искусственной селекции, чей жизненный путь просто обязан в кратчайшие сроки оборваться в ближайшем биореакторе, ибо слова «ужас, летящий на крыльях ночи» могут расцениваться лишь как комплимент в сторону их творений. Но, хвала богам, речь сегодня будет не об этом. И прежде чем говорить о сегодняшней поделке, ответьте лучше на один вопрос. Можете ли вы вспомнить игры, которые были бы похожи по концепции на Worms, но в то же время отличались от них по наполнению? Возможно, кто-то из вас перечислит такие проекты, как Gunbound или, скажем, Cannon Brawl. Больше продвинутый пользователь вспомнит WinRAR Pocket Tanks. В свою очередь, специально для этого обзора было решено выкопать еще менее известную игрулину под названием Bellerburg, которая по сути своей является своего рода РТС, в которой вам во времена Средневековья приходится потакать капризам местной принцессы, выполняя ее задания по уничтожению имущества ближайших родственников. Разработчиками всего проекта являются талантливые немцы из Ascaron Entertainment, которые являются создателями просто божественного Sacred, и уже ни разу не божественного Sacred 2 Fallen Angel. Кроме того, они могут быть известны вам как создатели такой довольно известной штуки, как Port Royal. К сожалению, в 2009 году по миру шлялся кризис, а он не щадил никого. Поэтому Ascaron Entertainment пришлось загнуться не на самой высокой ноте. Издателями же Bellerburg является компания HD Interactive, тогда как локализатором на территории СНГ 1С. Вышла же игра на мировой рынок в ноябре 2002 года, тогда как до наших ПК и PlayStation она докатилась лишь 11 декабря 2003 года. Название игры же созвучно другому проекту под названием Bellerburg, который является пошаговкой, написанной на C Экхардом Крузом в 1987 году для Atari ST. Данная игра распространялась открытыми исходниками и почти на халяву, поэтому портами ее посетит почти весь интернет, и утянуть ее на любую платформу вообще не является проблемой. Нынешний Bellerburg же, как и его предшественник, относится к специфическому жанру так называемых артиллерийских игр, в которых, как можно понять, основой всего является тактика и просчет траектории снарядов. Как и в любой игре подобного жанра, нам предстоит стрелять из метательного и огнестрельного оружия с разной степенью детальности, учитывая ветер, мощь снаряда, рельеф и собственное косоглазие. По сути, в данную формулу внести что-то принципиально новое довольно проблематично. Те же червяки, например, недалеко ушли от прародителя жанра, ибо их существенным отличием являются лишь элементы платформинга. Но немцы не были бы немцами, если бы и тут не извернулись, перевернув с ног на голову саму концепцию подобных игр. Формула делия оказалась проста. Нужно было перенести все бои в реал-тайм. Кроме того, было решено также перенести действие в трехмерную плоскость, что также сказалось на геймплее, усложнив последний на порядок. И вот как раз тут варево начало играть новыми красками, привнося невиданную доселе динамику и хаос, успевший порядком подостояться по стрелушке. Если раньше мимолетное ожидание ответки от противника растягивалось на минуты, заставляя судорожно вырывать на голове патлы, то теперь такое состояние будет перманентно, ибо летать каменюки будут над базой с завидной периодичностью. Кроме того, по причине того, что простые перестрелки были бы слишком унылы, разработчики весьма умело решили вплести в геймплей также и менеджмент замка, который оказался тут как нельзя кстати. Основой же всего являются крестьяне, ибо последние являются основным источником дохода. При этом нам дозволено невозбранно регулировать налоговую ставку, которая может варьироваться от 0 до 80%. При этом, поддерживая ее ниже 40%, мы будем иметь прирост этих самых крестьян. Соответственно, повышение ее до 80% придет к тому, что жители начнут активно морфаться в уклонистов и в ускоренном темпе сваливать из королевства. Из всего этого следует, что холопам надо бы где-то жить, а значит для этого нам будет необходимо заняться поклейкой крестьянских домиков.
Для их же защиты, ибо домики в пустыне таджики строили, но прямого попадания пары булыганов переносит с трудом. Нам предлагают склепать крепостные башни и стены, к которым потом можно будет прикрутить пушки. Для прироста раб силы нам будет предложено воткнуть мельницу. Само собой не обошлось и без апгрейдов, коими заведует чувак, живущий в хоромах под названием Гений. Доступ же к новым соответствующим технологиям обеспечивает каменотес, оружейная и фабрика, которая при уничтожении может не кисло так рвануть, разворотив все ближайшие постройки. К слову, своеобразным троллингом может быть постройка рядом с ней такой штуки, как статуя бога, которая при уничтожении вызывает гнев богов на того, кто ее разрушил. Правда, тут главное все считать так, чтобы не отгрести самому. Если же ресурсов оказалось слишком много, то можно разжиреть и отгрохать башню мага, даром товарища это далеко не бесполезен. Да и заклинания, в отличие от новых технологий, у гения исследуются на халяву. Единственная загвоздка заключается в том, что вам могут подсунуть совсем не тот спелл, который вам был нужен, ибо маг выдает не строго определенный закол, а рандомный. Плюс ко всему же, все заклинания тут порядка 11 штук, тогда как изучить позволяется всего лишь 5, и вполне велика вероятность получить вместо вожделенного щита какую-нибудь сомнительную молнию. С другой стороны, такие вещи как дождь, который тушит пожары и не дает всему огнестрельному оружию на карте стрелять, или, скажем, те же щиты, защищающие от определенного типа урона, сложно недооценивать. Схема же боя достаточно проста и незамысловата. Начали бой, копим бабло, строим домики, огораживаем их стенками, стреляем в сторону таких же домиков оппонента, тем самым подрывая его экономику, исследуем. Во вражеское обители не стреляем, ибо с нашими нынешними силами успеем дважды бороду отпустить, прежде чем сковыряем вражескую базу вилкой. По возможности высылаем дирижабль с парой тонн стратегической демократии на борту. Также не забываем о ремонте собственных построек и проведении исследований, ибо по одному камешку пулять это дело хорошее, гораздо веселее, если вся их будет 5. Если все прошло удачно, то побеждаем, если неудачно, огребаем. По сути, элементарная концепция, которая в то же время довольно элегантна в своем исполнении. Сами бои можно катать как в одиночной игре, так и в режиме кампании. Кампанию же нам предлагают проходить за одной из 4 принцесс. Суть их конфликта можно выразить фразой: «Эта принцесса тупая стерва, так что сожги всех ее подданных, но не убивай ее, мы же все-таки родственницы». И все в таком духе. Общая же цель почти всех заданий – это уничтожение или же самого противника, или же его периферии. Иногда выполнять все надо на время, а иногда до того, как замок союзника будет поделен на 0. Ну и так как по сути миссии не отличаются от обычных одиночных боев, то их судьба немного предсказуема. В одиночке, в свою очередь, игроку доступны все типы вооружения, включая эксклюзивное оружие и заклятия принцесс, а также все карты из кампании. Также дадут выбрать уровень сложности и коэффициент прироста золота. К сожалению, ветер, усложняющий игру, есть только в мультиплеере, но до него еще добраться надо, найти себе оппонента. Поэтому особо скилловым артиллеристам разгуляться не будет особо где. Но если уж дорвутся, то ор на пару вечеров будет обеспечен. Кидать камешками в глухой тишине было бы довольно глупо, поэтому в игре сюрприз, есть звук, как это ни странно. С звуковой частью в игре все в порядке. Каких-то эпичных запилов на заднем фоне нету, но зато во время битв нас сопровождает вполне себе приятная боевая и, самое главное, уместная музычка, которая играет в том темпе, в котором необходимо. Те вещи, которые надо озвучить, озвучены, все, что не надо, нет. Спичи, которые периодически вставляют посреди боя ваши советники, доставляют. Стервы-принцесски озвучены как и положено. Стервам. Just shoot a bit further. They ought to notice that you're attacking them. Wow, you've really made the fire spit there. Hey, Master! Now you can try out your new toy! Графика на момент выхода уже не была next-gen, ибо в тот же год вышли Need for Speed Hot Pursuit 2, No One Life Forever 2 и Unreal Tournament 2003.
тем не менее довольно специфический, даже в какой-то степени мультяшный стиль и некоторые графические решения позволяют не выедать игре глаз даже спустя целых 15 лет. Единственным минусом, который является своего рода болезнью игр всех лет, является чрезмерная зернистость, невозможность вернуть игру и играть в формате 16 к 9. Хотя тут возможно просто обзорчик днище. Карты довольно разнообразны. Помимо очевидного разделения по стихиям каждой из квинтэс, вода, огонь, лес, пустыня. Также разрабы и сами локации удосужились разнообразить, пусть они местами и выглядят довольно искусственно. Все это в сумме позволяет воспринимать игру не как нечто древнее и неповоротливое, а как нечто, что успело пережить испытание временем и способное доставлять по сей день. Тем не менее, игра не лишена некоторых недостатков. Один из них касается части юзабилити, а именно самого процесса стрельбы. Возможно, на момент выхода процесс стрельбы и был одним из самых удобных на тот момент, но в нынешнее время это не совсем так. При стрельбе у игрока довольно часто могут возникать затруднения с определением основополагающих вещей, таких как куда я попал, насколько я сместил прицел и из какой пушки я вообще сейчас стреляю. Подчас смещение прицела становится реальной проблемой, ибо из-за разницы в рельефе попасть даже с 5-го раза в расположенного выше соперника становится той еще задачей. И если в Worms можно было просто пройти или забраться повыше, то требушет ноги отращивать все же не способен. Возможно, данная проблема решилась бы наличием отрисованной в воздухе предыдущей траектории снаряда и обзором с высоты птичьего полета, но в те времена такого не практиковали. Кроме того, очень бы помог индикатор, который отображал бы потенциальный разлет снаряда при попадании, а также чуть более аркадный способ управления орудиями. Но это уже мелочи на фоне глобального минуса, который заключается в том, что игра банально не затягивает на достаточно продолжительное время из-за чрезмерной медитативности процесса. Если же резюмировать все вышесказанное, то игра, вышедшая 15 лет назад и способная до сих пор доставлять и удивлять свои концепции, заслуживает уважения. Кроме того, вышедшая в то время, она была действительно чем-то революционным, но ей было суждено утонуть в потоке ёба игр, вышедших в то же время. Возможно, если бы что-то вроде нее вышло бы сейчас, сделанное по современным стандартам, лишенным всех недостатков и наполненное до краев контентом, да еще с мультиплеером, то цены бы ей не было. Но так данному произведению остается лишь быть частью истории и лежать на полке подобно старому вину, пока кто-то из особо одухотворенных ценителей не захочет опробовать его на вкус. Играть или не играть, это оставлю на ваше усмотрение. И да, сценарий для следующего весьма длинного обзора уже написан, но я смогу его использовать минимум недели через 3, ибо я по неосторожности отправил его на один из конкурсов. На этом же все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Желаю всем всего.